А давайте сегодня познакомимся с королем с большой буквы. Можно сказать, настоящий королище. Звали его Тэджон. Тэджон – это храмовое имя. С именами у корейских королей достаточно сложно. Возможно, у королев еще сложнее. Как бы то ни было, Тэджон – это его храмовое имя. У королей имен много. Есть еще посмертное имя. Оно значительно длиннее. 공전, 성덕, 신권, 건천, 제극, 대정, 개우, 문무, 예철, 성렬, 광효, 대. Имена корейские дело сложное, даже короткие. Лучше их считать. Так вот, король Тэджон был по счету номер 3. И третий он был в династии, которая пришла к власти в 1392 году. Династия называлась Чосон. Несмотря на свой 3-й порядковый номер, Тэджон принимал самое активное участие в основании этой самой династии Чосон. И тут мы узнаем, почему это король с большой буквы, даже, пожалуй, со всех больших букв. Для начала королю надо было родиться. Действие это он совершил совершенно в другой стране, Корё, на территории, оккупированной тогда монголами. Дедушка его еще служил монголом на территории Корё, практически оккупированной династией Юань. Сейчас эта территория находится в Северной Корее. Однако дедушка вернулся в лоно, так сказать, Корё. Папа уже становится полноценным военным на службе Корё. Папа растет в глазах корейских королей, выгоняет остатки монголов с полуострова, бьет японских пиратов, которые корейцы называют японскими, хотя в их состав входил всякий сброд, в том числе, конечно, и корейского происхождения. Пираты совсем замучили южные районы Корё, и их разгром, конечно же, поднял в глазах двора Корё статус Исонге, папа нашего героя и будущего первого короля Чосон. А в это время в 1368 году в Китае династия Юань сменяется династией Мин, истинно китайской династией. Китай ликует, Корё тоже ликует, но не все. Ли Сонге у нас был поклонник, по крайней мере на словах, династии Мин. И те, кто был против истинно китайской династии, стали удобной мишенью для бравого генерала. Защищая на территории Корё Мин, он расправился со своими противниками при дворе Корё, а заодно и сменил династию Корё на свою, которую он назвал Чосон – страна утренней свежести. Восшествию Исонге на престол в качестве короля номер 1 содействовал его сын, герой нашего рассказа, будущий король Тэджон. Но пока в будущем Тэджона звали просто Ибангвон. Одним из особо запомнившихся будущим поколением деяний Ибангвона на посту помощника его отца стало убийство видного оппонента Исонге и защитника действующей династии Корё Чонмонджу. Верность действующему королю высоко ценилась корейцами, а затем и чосонцами, конечно. Даже сам Ибангвон преклонялся перед Чонмонджу. Тем не менее, после знатной вечеринки в честь господина Чона, его так и убили ассасины, подосланные Ибангвоном на мосту драгоценного бамбука, который до убийства был просто мостом доброй земли. После убийства сквозь камни моста пророс, конечно же, бамбук, очевидно, в качестве памятника верному Чонмонджу. Вот мост и переименовали. Мост этот до сих пор находится в бывшей столице Корё, городе Кесон нынче, в Северной Корее. Впрочем, вы можете на него полюбоваться и со стороны Южной Кореи. Дело в том, что город Кесон находится очень близко к границе, и специальные туры в демилитаризованную зону ведут вас в том числе к тому месту, откуда вы увидите город Кесон. Статую большую Ким Ир Сена вы оттуда увидите, мост, правда, не видно, слишком маленький, и лесочек же там бамбуковый вокруг, поэтому видно плохо. В Корее сейчас кризис, не хотят кореянки рожать. Впрочем, кризис такой практически во всех развитых странах, куда ж деваться. Но в XIV веке так и проблем не было. Рожали и помногу. И у Сонге тоже много детей народилось. Кстати, у него было 2 жены, одна постарше, другая помоложе. Герой наш Ибангвон родился от той, которая постарше. Звали ее Синэй, королева Синэй, посмертно, правда. Она не дожила до момента, когда Исонге стал королем. Королем номер 1, напоминаю.
У нее было 5 детей от короля Ли Сунге. И что вы думаете, наш герой, оказывается, был 5-м сыном. Как же мог он стать королем? Впереди же еще целых 4 потенциальных кандидата. А вот как. Ну, во-первых, рожалось детей много, но не все долго жили. Обратите внимание, фамилия у всех детей И, как у папы. Первый слог имени у всех Бан. Только второй слог имени отличается. Вычеркиваем лишнего. Старший Ибану умер в 1394 году. Папа был еще на престоле. Второй Ибангуа и был вторым королем. Так что все по планам. О нем попозже. Третий Ибаны был благоразумным молодым человеком, и в этой семье, где братья, как мы узнаем ниже, порой слишком нежно любили друг друга, держался от власти подальше. На всякий случай. Осталось 2. Четвертый Ибанган и наш герой Ибангон. Как бы не так. Слушайте дальше. Напоминаю, у основателя династии Исонге было 2 жены. Вторая, молодая королева Синдок, тоже рожала. Ну, относительно молодая, 1356 года рождения. И родила она 2 мальчиков и 1 девочку. Впрочем, девочка на трон не претендовала. И заметьте, первая жена, королева Сины, умерла еще до появления страны Чосон, немного не дожила. В 1391 году произошло это печальное событие. А вторая королева Синдок живет и цветет. И желает, естественно, чтобы ее сын был следующим королем. Причем не первый, 1381 года рождения, а второй, 1388 года рождения. Фамилия у него была по традиции И. Первый слог по традиции был Бан. И полностью его звали Ибансок. Ибансок значит у нас потенциальный кандидат в короле. Был у королевы Синдок в этом вопросе очень сильный союзник. Первый премьер-министр государства Чосон и лучший друг короля Исонге, король номер 1, звали этого союзника Чон До Джон. Год смерти у обоих молодых сыновей королевы Синдок совпадает, 1398 год. И это не случайно. Молодая королева умирает, и король Ли Сунге уходит в траур. И тут то ли премьер Чон До Джон действительно решает избавиться от потенциальных конкурентов, старших сыновей короля, то ли главному герою нашего рассказа показалось, что обвинение премьера в таком тяжком преступлении – хорошая идея. В общем, Ибангон решает, что пришла пора действовать. По-ленински, быстро и решительно. Он союзниками обвиняет Чон До Джона в вышеуказанном преступлении и устраивает переворот, который для удобства называет «Первая спута принцев». Значит, будет и вторая. Жертвами пали Чон До Джон, премьер и оба маленьких сводных брата нашего героя. Самому тут же садиться на престол было ему неудобно, поэтому для удобства он устраивает на теплое место своего старшего брата, второго сына старшей королевы Ибангуа. Но реально власть в стране уже принадлежит Ибангону. Помните, папа жив, папа просто в трауре. Прошло 2 года, и вот уже 4-му сыну старшей королевы приходит в голову: если получилось у моего младшего брата, почему бы не попытать счастья и мне? А то троны у нас тут на дороге не валяются. Или валяются. Если валяются, надо брать. Союзника ему подписался один из героев первой смуты, генерал Пак Пхо, недовольный тем, что за убийство пары принцев и премьера он не был удостоен места в первых рядах заслуженных сановников. Итак, вторая смута принцев. Вторую смуту устроил таким образом не наш герой, а его старший брат, брат номер 4 Ибанган. Но ничего у Ибангана и генерала Пакпо не получилось. Ибангон своих врагов победил. Кого надо казнил, зачинщика брата сослал на родину клада и город Чунджу, где тот и умер, но уже через 20 лет. Король номер 2, помните его еще? Второй по существу сын основателя династии, быстренько назначает Ибангона наследником. Потом король подумал еще несколько дней и отрекся от греха в пользу наследника. Если вы следили за ситуацией, то обнаруживаете, что на момент уже совершенно официального восшествия нашего героя на престол в наличии присутствовало аж 3 живых короля. Основатель, он же папа, Исонге, отрекся в 1398 году. Король Чонджон, второй сын от старшей жены Исонге, отрекся в 1400 году. И наш герой, действующий король, которого после смерти назовут Тэджон.
Брат его жил еще долгих 19 лет, а отец умер только в 1408 году. Отец Исонге был безмерно огорчен тем фактом, что его старшие сыновья поубивали младших сыновей еще в первую смуту принцев. И в гневе покинул Ханян, как тогда называли Сеул, и переехал на родину предков. Сейчас это место находится в Северной Корее, город Хамхын. Хамхын-ныңмён – холодная лапша по-хамхынски. Вряд ли едал ее король Исонге, так как в ее состав входит картофельный крахмал, а картошка попала в Корею только в 19 веке. И Банвону прямо как-то неудобно даже стало, что отец, хоть и отстраненный практически им от трона, демонстративно покинул столицу. Надо было видимость каких-то отношений сохранить. И вот Ибанвон шлет в Хамхын посланцев за отцом. В Корее благодаря этим посольствам появилось устойчивое выражение «хамхынские послы». Выражение означает примерно то же самое, что русское «тебя бы за смертью посылать». Народ поговаривал, что в буквальном смысле, то есть за смертью. Разозленный король в отставке отстреливал, мол, посланцев своего сына на подступах к своему дворцу. Но народ в данном случае врет, хотя выражение «хамхынские послы» в корейском языке прижилось. Рассказывают также, что как-то сын вышел встречать в очередной раз своего отставного отца, короля, на окраину Сеула, на остров Туксом, Штандарт. Мудрые советники посоветовали сыну поставить множество шатров с толстыми столбами. И когда отец увидел сына, в сердцах схватил у охранника соседнего лук и пальнул в сына, стрела попала, естественно, в столб, за который вовремя скрылся сын. Но отец сломал лук в сердцах о колено, сказал: «На все воля небо». С тех пор называют этот остров Туксом, то есть штандарт, штандартный, потому что именно в этот момент развивался над ним, над одним из шатров, штандарт действующего короля Тэджона. Существует еще и такой рассказ. Встречает отец сына, наконец, возвращается отец в Сеул. Сын предлагает ему кубок вина. Мудрые советники опять же советуют сыну через слугу передать кубок вина. Слуга передает кубок вина, чтобы жажду утолил отец. И отец опять-таки вынимает из манжета своего королевского платья маленькую палицу, выкидывает ее и говорит: «На все воля неба». В 1402 году вернулся таки Исонге в Стольный Град. Правда, не в тот, который уехал. Второй король Ибангва уже успел перенести столицу в 1398 году в старый Стольный Град Кэгён, он же Кесон сейчас, в Северной Корее находится, помните? Заявив, что с точки зрения фэн-шуй что-то не то с Сеулом Ханяном. Конечно, были у него на то основания, учитывая бурную историю борьбы нашего главного героя за власть со своими братьями. Но, как мы знаем, в 1402 году он, наш герой, уже как 2 года правит. И, будучи верен заветам отца, планирует опять-таки вернуться в Ханян. И возвращается в 1405 году вместе с папой. Правда, не в главный дворец Кёнбоккун, а в свежепостроенный, точнее еще строящийся Чандоккун. Ныне Чандоккун – всемирное наследие ЮНЕСКО. Спасибо нашему герою за это. В среднем чосонским королям за 500-летнюю историю династии именно Чандоккун больше пришелся по душе, чем Кёнбоккун. К слову, основатель династии Исонге именно в Чандоккуне и умер в 1408 году. А не поговорить ли нам теперь о паспортах? Интересная тема. Дабы укреплять государство, хорошо бы иметь деньги. А чтобы их иметь, необходимо их собирать в виде налогов. А чтобы собирать налоги, хорошо бы знать, с кого их можно собрать. Регистрация народонаселения, таким образом, отличный способ укрепления государственности. И наш разумный правитель с явной склонностью к абсолютизму вводит систему паспортов. Второй задачей паспортов Хопхэ было ограничить движение народонаселения в государстве Чосон. Каждый мужчина 16 лет должен был носить паспорта Хопхэ, деревянные такие таблички.
Продержалась система, правда, недолго, всего 2 года. Во-первых, всех, кого надо, переписали. Во-вторых, свободолюбивый чосонский народ настаивал на свободе передвижения без надоедливых табличек Хопхе. Последующие поколения королей периодически опять вводили вот эти паспорта Хопхе, потом они опять исчезали, но в основном они применялись для того, чтобы переписать всех. Прожил наш герой, конечно, долгую счастливую жизнь. Пора подумать было и о замене себе. Итак, следующая глава – сын. Как вы понимаете, отношение к нашему герою у современных корейцев, скажем, неоднозначное. В отличие от его сына, следующего короля Седжона, его корейцы как раз все любят. Образцовый конфуцианский правитель, алфавит изобрел, советы подданных слушал, покровителем наук был. В общем, молодец. Но великим Седжон стал, пожалуй, после смерти отца, а при нем, ну как вам сказать, скажем так, при отце он был послушным сыном. Кстати, Тэджон поддержал традиции своего отца и старшего брата, отрекся в пользу сына еще при жизни. Первый король отрекся, второй король отрекся, Тэджон отрекся. Но отрекся он не полностью. От дел он не то чтобы совсем отошел. Скажем, при великом Седжоне он остался наставником, активно наставляющим сына в духе поддержания абсолютистской власти. В отставку ушел Тэджон в 1418 году, а умер в 1422 году. То есть 4 года он работал королем в отставке, и под его крылышком находился его сын. Кстати, наследник Седжон тоже не был старшим сыном короля Тэджона. Но об этом как-нибудь в другой раз. Вы, наверное, обратили внимание на тот факт, что И Бангвон, он же Тэджон, любил власть. Очень. Один из первых указов И Бангвона был указ об установке барабана. В барабан мог, в принципе, ударить каждый, кому нужно было составить жалобу на начальство. Барабан стоял во вторых воротах дворца Чондокун. Значит, для того, чтобы стукнуть в этот барабан и подать жалобу, можно сказать, самому королю, он специально поэтому в воротах номер 2 стоял поближе к покоям короля, чтобы слышно было этому самому королю, нужно было, во-первых, пройти ворота номер 1, где стояла охрана. Но до этого еще нужно было пройти первую инстанцию, так сказать. Если начальство ваше не принимало жалобу на себя самое, то номер с барабаном не работал. Тэджон, кстати, покорил на пенсии Цусиму. Цусима – это японский остров, хорошо русским, в принципе, известный, находится в проливе между островом Кюсю и Корейским полуостровом. На Цусиме традиционно жили пираты. В принципе, до 1418 года Чосон они не сильно докучали. Но в 1418 году на Цусиме сменился правитель, и на смену ему пришел как раз настоящий пират. Кроме того, голод случился на Цусиме в это же время, и пираты отправились грабить Минский Китай, а заодно по дороге заглянули в корейские провинции. Тэджону это, конечно, не понравилось, и он снарядил экспедицию военную на Цусиму с целью покорения пиратов. Не столько нужна была территория ему, не хотел он увеличивать Чосон, собственно, за счет Цусимы. Ему нужно было, чтобы жили жители Чосон спокойно. Называют корейцы эту операцию по имени года, когда она произошла в 60-ричном цикле. Называется Кихе. Восточное покорение года Кихе. Удачно оно прошло для корейцев. По корейским источникам Цусима стала зависимой территорией от Чосон. Японские источники, правда, с корейскими расходятся. Они говорят, что после смерти Тэджона, ястреба, так сказать, сумели японцы договориться с его сыном Седжоном, и Цусима осталась под контролем Японии. Но, надеюсь, вам понравилось. Вы согласны с тем, что король Тэджон был настоящим королем с большой буквы, третий монарх государства Чосон? Если понравилось, не забудьте нажать на все кнопки, подписаться, если еще не подписались, и пишите в комментариях, про каких бы еще королей вы хотели услышать. С вами был Андрей. До свидания. В ролях Андрей.
Также непосредственное участие в рассказе про короля Тайчжуна принимал дворец, где он жил в отставке и где, собственно, умер в 1422 году. Дворец называется Чаньгун. Очень приятный дворец, хотя не главный, очень народу много здесь гуляет, и он работает до 9 часов.